Поклониться гиппогрифу, увидеть единорогов, попрактиковать магию и даже узнать свой патронус – все это можно сделать на интерактивной выставке Гарри Поттера. Нам удалось побывать на такой в Сингапуре на острове Сентоза. Про выставку мы узнали за пару месяцев до путешествия и очень воодушевленно ее ждали. Казалось бы, Сингапур – не самое удачное место для ее проведения. Жара 30 градусов, вокруг пальмы и павлины бродят. И несмотря на любимые мотивы из сказочного фильма и ларьки с различными сладостями, все это поначалу выглядело немного абсурдно. Мы даже попробовали сливочное пиво, но ожидания совсем не совпали с реальностью, как будто бутылку сиропа выпили. Все изменилось, как только стемнело, и мы начали нашу прогулку. Выставка представляет собой ночную лесную тропу, наполненную волшебными существами и чудесами из фильмов «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Практически в самом начале встречается внушительных размеров фигура Хагрида и его верного друга Клыка. Затем мы идем дальше и встречаем гиппогрифа. Ему можно поклониться и проверить, ответит ли он взаимностью. Я, конечно же, поклонилась, но засмущалась, понимая головой, что это просто кукла, все равно создается какой-то внутренний трепет. Можно заметить, что некоторые малыши пришли при полном параде, в мантиях и с палочками. Но довольно забавно, что большинство посетителей были 30-летними любителями Поттериана. Дальше встречаем Гроха, большого великана и брата Хагрида. Почему-то он выпускает дым изо рта. Кроме главных персонажей, по дороге встречаются интересные таблички или ящики, неожиданно издающие грохот. Наткнувшись на золотишко, мы поняли, что скоро увидим и его обладателей, или любимых нам воришек – нифлеров. Интересно, что как и на протяжении всей Поттерианы из детской сказки зритель перемещается во взрослый мир, полный опасностей, так и прогулка по лесу постепенно прибавляет мрачный характер. Наконец мы встречаем главного персонажа, самого Гарри, и видим, как он вызывает своего патронуса. Посмотрев на главного волшебника, теперь можно и самим попрактиковать заклинания, зажечь фонари или сразиться на палочках. Мне понравилась часть со светлячками, когда просто махнув рукой, весь лес наполняется волшебными огоньками. Это, кстати, происходит не каждый раз. В зависимости от взмаха светлячки проявляются с разной интенсивностью. Кстати, если не успели попробовать сливочное пиво в начале, его можно также купить и в процессе прогулки. Дальше краски сгущаются еще сильнее. На деревьях встречаются нелюбимые Рону пауки, а в кустах заброшенная летающая машина, вся окутанная паутиной, но все еще подающая признаки жизни. И мы понимаем, что вот-вот придем в логово Арагога.
После Арагога нас поджидает Дементор, настоящее испытание волшебника. И справиться с ним может только позитивная сила. Вызов Патронуса становится завершающим эпизодом прогулки. К этому моменту ты уже не сомневаешься, что действительно попал в волшебный мир Гарри Поттера и готов к любым испытаниям. Так я узнала, что мой Патронус – волк, такой же, как у профессора Люпина. И только мы как следует прочувствовали вкус настоящей магии, к сожалению, осознали, что прогулка подходит к концу, и все, что остается – смаковать пережитый опыт. Честно сказать, у меня не было высоких ожиданий от выставки. Я хотела ее посмотреть, но была уверена, что все будет немножко попроще, и совершенно не ожидала, что я так увлекусь. Организаторы постарались на славу, чтобы создать то самое чувство волшебства и радости для внутреннего ребенка. Не зря выставка была отмечена наградами театральных дизайнеров и опытных креаторов. Жаль только, что она временная и в Сингапуре продлится до 19 мая. На всякий случай оставлю ссылку на официальный сайт в описании под этим видео. Вдруг кто-то из счастливчиков успеет еще попасть.